Берем детали нашего капюшона. Если вы будете без ушек делать, то можно сразу приколоть и пристрочить деталь. Я буду делать с ушками. И для этого нам нужно сделать тут небольшие надрезики. Можно, в принципе, их вот так вот сложить и вот так вот пристрочить. Но мне так не нравится. Оно такое большеватое. Я беру, складываю две детали лицом к лицу. И вот примерно отмечаю, вот где начинается сгиб. С одной и со второй стороны. И аккуратненько делаю надрез. Так, чтобы мое ушко поместилось. Делаем такой надрезик по длине ушка. И плюс еще сантиметр на припуске. Так как мы здесь будем пристрачивать еще вот эту вот часть среднюю. То же самое и со второй деталью. Вот так вот мы складываем вот к этой части. Вот таким вот бутербродиком. И здесь остается где-то сантиметр или ширина лапки. Прикалываем и прострачиваем. И когда будем прострачивать, идем так вот от серединки и потом так вот краешку закругляем. Не сразу так, потому что будет некрасивый угол, а после конца ушка так вот к серединке закругления. Вот такие у нас получились детали. Теперь нам нужно пристрочить среднюю часть капюшона. Накладываем лицом к лицу, скалываем булавочками по всей так вот, по всему капюшону и прострачиваем. И потом то же самое, когда пристрочим вот эту вот часть, то же самое. Вот так вот получается, когда мы скололи. Вот здесь, где швы, где ушки, чтобы нам было лучше строчить, аккуратненько вот так вот уголок надрезаем. Но только не доходя до строчки, чтобы строчка не рассыпалась. И прострачиваем. Когда мы прикалываем вторую часть, мы смотрим внимательно, чтобы у нас здесь заканчивалось на одном уровне, на этой задней части. Можно так вот сложить лицом к лицу, проверить, чтобы наши швы совпадали, чтобы не было перекосов. Прострачиваем. Вот такой вот у нас капюшончик получился. Вот эту часть можно обрезать. Аккуратненько складываем, разравниваем. Можно сначала нарисовать, потом вот так вот обрезали. Если у вас здесь слишком толстые швы, то можно их подрезать. И еще так вот наискось мы подрезаем вот эти вот начальные швы и конечные. Только аккуратно, чтобы строчку нашу не повредить. Далее мы берем нашу основную деталь и будем притачивать наш капюшон к горловине. Для этого мы сзади здесь так вот складываем пополам и делаем меточку, где у нас серединка.
То же самое здесь. Мы так вот складываем. И отмечаем серединку. Вот эти вот швы мы также наискось подрезаем. Либо если у вас очень толстые здесь швы, то, конечно же, можно чуть-чуть подрезать их, чтобы они потом не топорщились. И теперь мы берем, так раскладываем и накладываем лицом к лицу. Совмещаем эти меточки. Скалываем булавками. Также скалываем булавками тут вот с краю. Только когда будем здесь прострачивать, очень осторожно. Здесь у нас из-за этой вот планочки очень толсто, поэтому нужно на машинке будет очень аккуратно строчить. Так, и к этой части. Тут хвостик уже можно, хвостики обрезать молнией. Нам уже не нужны. Также прикалываем. И аккуратненько по всей горловине мы распределяем наш капюшон и прикалываем булавками. Вот мы скололи. Теперь нужно прострочить вот здесь вот. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно сшить наши боковые швы. Складываем так, чтобы у нас было лицом к лицу. Совмещаем сначала под мышкой швы, также срезаем так вот наискось, чтобы у нас не было утолщения лишнего. Соединяем тут вот шов под мышкой. Тут с краешку соединяем. И теперь скалываем тут и тут. И с другой стороны то же самое. Вот мы прострочили наши боковые швы с двух сторон. Можно вывернуть и посмотреть, что все ровненько. Все проверяем, ровно ли у нас швы, нет нигде пропусков. Рукава мне все-таки пришлось немного уменьшить, распороть, так как я померила на ребенка, они оказались
ну, очень длинными. Я убрала где-то по 8 сантиметров с каждого рукава и перешила. Если вы будете шить по этой выкройке, например, на рост 62-68, то в выкройке ничего переделывать не надо. Добавлять припуски тоже не надо, так как они в выкройке. Я меняла, потому что у меня хотела размер побольше на вырост. Теперь нам нужно пришить нашу ластовицу между ножек. Нам нужно найти здесь серединку и отметить ее. С одной стороны и с другой стороны. Совмещаем с нашей серединкой здесь лицом к лицу. Сначала прикалываем здесь и аккуратненько распределяем, прикалываем. Здесь до конца немного не дострачиваем на наш припуск, на ширину лапки, либо на сантиметр, сколько вы оставляли. Все те же действия мы проделываем потом с нашей подкладкой, с нашей внутренней тканью, чтобы у нас получилось таких два отдельных, так сказать, комбинезончика. И с этой стороны тоже мы чуть-чуть оставляем хвостик и прострачиваем вот здесь. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно соединить наш шаговый шов. Застегиваем молнию. Совмещаем серединку, опять же, с серединкой ластовицы. Закалываем булавкой. Совмещаем наши штанишки, наши ножки. Аккуратненько берем и скалываем булавками. Так вот. И прострачиваем здесь. Вот так вот идем и заканчиваем на штанишки. Теперь по всем закруглениям, по ластовице, по ножкам, с одной и с другой стороны мы делаем насечки. Лишнее у нас, где утолщение, везде мы подрезаем
если есть, чтобы оно потом у нас не топорщилось. Теперь нужно вывернуть и посмотреть, как мы прострочили. Все у нас получилось ровненько. Теперь на одну ножку, вы можете это сделать потом, мне удобнее это сейчас сделать, пришить одну ножку. Вторую ножку мы пришьем потом, после подкладки. Итак, берем наши детальки. Еще что хотела сказать по поводу детальки. Наша деталь носочка, просто они с варежкой очень похожи, часть 9. Я вначале взяла не ту, пришлось потом заново вырезать. То есть мы берем часть 9. Они похожи, но эта часть именно здесь шире. И еще, если как я будете добавлять припуски к деталям, то мы добавляем везде припуски. И на ножке, и на носочке, везде. Мы находим на носочке серединку. Отмечаем ее. Здесь тоже нам нужно найти серединку. Также делаем меточку. Совмещаем лицом к лицу. Скалываем булавочками. Прострачиваем вот здесь. Вот так вот. И теперь берем наш следочек. Также мы находим серединку вот здесь на носочке. Делаем пометку. И здесь, тут и тут мы делаем пометки. Теперь нам нужно вывернуть наизнанку и лицом к лицу, более широкой частью, наш носочек, так вот скалываем. Также здесь у нас нужно найти серединку на задней ножке. Совмещаем. Так вот по всему кругу мы скалываем. И потом прострачиваем. Так вот у меня получилось, когда я сколола. И прострачиваем обратно по всему кругу. Вот так вот получилось. Теперь все лишние припуски мы срезаем, чтобы не создавать дополнительное утолщение. Теперь можно вывернуть. Вот такая вот у нас получилась ножка.
Теперь все то же самое мы проделаем и с нашей внутренней подкладочной частью. Молнию пока обрезать не надо, я немного поспешила, но потом вставлю собачку. Молнию можно будет обрезать после того, как мы пришьем подклад. Прострочить между собой рукава, сшить. Поворачиваем наши детали наизнанку. Только главное не перепутать рукава. Так вот мы совмещаем. Нам нужно лицо с лицом совместить. Чуть-чуть выворачиваем. Вот так вот вкладываем сюда. И аккуратненько по краешку мы растрачиваем один и второй рукав. Так вот внутри. Вот так вот. Один и второй рукав. Вот так вот у нас получилось. Все вот эти вот лишние швы мы опять подрезаем, чтобы оно все не топорщилось, когда мы вывернем. Теперь мы выворачиваем, чтобы проверить наши рукава. Все у нас правильно, все мы вшили. Выворачиваем наизнанку опять. И теперь нам нужно соединить лицевую сторону с лицевой. Соединяем капюшон, соединяем все швы, вот эти швы соединяем, вот эти боковые, и с этой стороны то же самое. Еще забыла сказать, что чтобы потом в конце, когда мы сошьем весь комбинезон, было легче вывернуть, я оставила вот сбоку в ножке, в подкладке, такое небольшое отверстие. Потом можно легко зашить потайным стежком, либо в крайнем случае застрочить на швейной машинке, его не будет видно. Это наша ножка. Вот так вот у нас получилось, когда мы скололи. Вот мы идем, строчим вот здесь. Поднимаемся на капюшон. И потом вот здесь вот. Вот здесь по бокам я буду использовать лапку для пристрачивания, для пришивания молнии, потому что здесь же у нас молния, и с такой лапкой будет полегче. Когда мы прострочили, нам нужно опять же срезать лишнее по капюшону и здесь, если есть лишнее.
Теперь выворачиваем через низ. И теперь, чтобы наша подкладка и основная ткань так вот не ездили и смотрелись аккуратно, нам нужно сделать строчку декоративную и закрепляющую тем самым. Где-то можно по вашему желанию. Можно сантиметр, можно на 1,5, можно на ширину лапки. Где-то можно на сантиметр. Вот начиная отсюда по капюшону и вот здесь. Тем самым у нас будет красиво смотреться наш комбинезон, и подкладка не будет здесь нигде ездить. Чтобы ровненько было, можно заколоть булавочками, чтобы ткань у нас выровнять, и заколоть булавочками, чтобы ткань у нас не ездила. Вот так вот у нас получилось аккуратненько и красиво. Теперь можно закрепить молнию и можно ее обрезать. Я уже сказала, что я нечаянно ошиблась и обрезала ее раньше. Мы делаем на этом уровне закрепку несколько раз, можно раз 5 прострочить. Только смотрите аккуратно, чтобы молния не сломала иголку. Закрепляем, и можно будет вывернуть наизнанку, чтобы закончить наш комбинезон. Вот мы вывернули комбинезон наизнанку. Я уже сразу выворачивала через это отверстие, что оставила в ножке. Нам нужно закончить ножку и соединить в некоторых местах нашу подкладку с основной нашей деталью, чтобы она не двигалась. Начнем с ножки. Вот она у нас так лежит лицом к лицу. Нам нужно сделать вот так вот. Вот. И соединить носочек и пяточку. Деталь можно чуть-чуть прострочить на машинке, можно вручную. Также нужно соединить чуть-чуть подмышками. Я сделаю тоже пару стежков. И еще, вот я не выворачивала капюшон. Вот эти вот детали можно середину с серединой. Вот так вот тоже чуть-чуть. Вот я соединила детальки. Соединила вручную ниткой с иголкой. Теперь пришиваем наш носочек. Сначала пришьем подкладку. Сюда мы прикладываем лицом к лицу наш носочек. Совмещаем серединку с серединой молнии. И пристрачиваем вот здесь. Так вот наш следочек, носочек. Вот мы пристрочили наш следочек. Теперь то же самое делаем с внешним носочком. Прикладываем лицом к лицу, также совмещая центр следочка с серединой молнии. И таким же образом мы прострачиваем вот здесь. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно пришить наши следки. Опять же совмещаем наши... и тут лишнее подрезаем. Не забываем подрезать лишнюю ткань.
более широкой частью совмещаем носочек. Все так же закалываем булавками, прострачиваем по всему кругу. Вот мы сшили. Если вам трудно сразу пристрачивать, то лучше, конечно же, приметать. Лишнее опять срезаем все. Теперь точно так же поступаем с нашим внутренним слитком. Прикалываем, приметываем, если надо. И точно так же прострачиваем. Вот мы прострочили, опять же обрезали. Если вдруг у вас в каких-то местах, вот может в боковых, не получается на машинке прострочить, тогда можно аккуратненько зашить вручную. И можно выворачивать наш комбинезон. Также еще забыла сказать, что надо нам также аккуратненькой иголочкой соединить носочек с носочком. Вот тут вот, чтобы оно не ездило. Но в принципе не будет сильно вылазить, но все равно лучше на всякий случай сделать. В общем, аккуратненько выравниваем, разравниваем наш комбинезончик. После того, как мы все вывернули, расправили, зашиваем аккуратненько вот это отверстие. Его можно зашить как потайным стежком, так и застрочить на швейной машинке. Его в такой ножке как раз не будет видно. Я застрочу на машинке. В общем, вот такой у нас получился милый комбинезончик. Ручки нужно так подвернуть. Если холодно, заворачиваем вот так. Молния у нас удобно расстегивается до самой ножки. Удобно положить ребенка. Комбинезон получился на рост примерно 74 сантиметра. Это как раз нам на вырост. Очень удобный, мягкий и теплый. Если будет похолоднее, можно одеть под низ что-нибудь тепленькое и сверху накрыть пледиком. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!